Друзья, наконец-то! Всем привет из солнечного Вьетнама! На улице стало прохладней, комфортней, и я наконец-то вернулся к вам. Надеюсь, что вы скучали. Давно меня не было, почти месяц, а то и больше. Я был жутко занят, не было времени ни на что, кроме как приехать иногда в студию и помыть все аквариумы. Больше ни на что времени у меня, к сожалению, не было. Но сейчас время стало немножко появляться, поэтому я сразу же сегодня воскресенье, я сразу же выбрал время, чтобы съездить и наконец-то купить жителей для последнего мелководного аквариума и для первого мелководного аквариума тоже. Сегодня я возьму вас с собой в один из моих любимых магазинов, где большой выбор разного вида рыб и растений. Также для сегодняшнего нового проекта нужно будет купить Hairgrass. Проект сегодня новый будет совсем маленький, но зато примерно через неделю будет большой проект большого прямоугольного аквариума. Больше ничего вам не скажу. Ждите следующего проекта. Ну а прежде чем мы с вами отправимся в магазин за покупками, я хочу вам кое-что показать. Я сегодня обнаружил, что в моем Ивагуми круглом аквариуме креветка Амана забеременела, и она носит сейчас огромное количество яиц у себя на животе. Пойдемте посмотрим. Я очень надеюсь, несмотря на то, что с ними там плавают тетры, я очень надеюсь, что она хорошо спрячет эти яйца, и у меня будет целая группа маленьких креветок Амана. Пойдемте посмотрим. Вот я как раз только подошел. Можете увидеть эту креветку Амана. Вон она, у нее полный живот, яиц, детенышей. И вон тетры плавают. Я очень надеюсь, что она сможет их выносить. Я вот думаю, может ее пересадить в другой аквариум, вот в этот мой эксперимент, где я проводил с семенами растений. Я вот думаю, может ее туда пересадить, чтобы она все-таки их вырастила. Даже не знаю. Или оставить ее здесь, потому что она к параметрам воды этого аквариума уже привыкла. Я боюсь ее пересаживать беременную в другой. Но очень надеюсь, что у меня будет целое большое семейство Амана креветок. Мне их не нужно будет покупать. Буду пересаживать их в другие аквариумы. Потому что Амана креветки очень хорошие помощники в чистке аквариума от водорослей. Ну что, будем надеяться. Сейчас попробую вот так. Вон, видите? Она их трогает, что-то с ними делает. Ну что же, а что касается моего эксперимента, если помните, сколько уже прошло? Уже прошло больше месяца, это точно. Посмотрите, вся травка по-прежнему в хорошем состоянии, несмотря на то, что я был очень занят и все аквариумы мне приходилось мыть только раз в 2 недели. Я успевал, и несмотря на то, что этот аквариум новый и подмены воды я не делал часто. Некоторые листики поплохели, но в основном, в целом, все очень до сих пор хорошо, и некоторые от цвета становятся красноватого цвета. Так что эксперимент удался. А в сегодняшнем маленьком проекте я буду использовать другие семена другого растения, и будем смотреть тоже, как получится. Сюда я запущу одну креветку, которую сегодня поедем покупать. Пусть живет и помогает чистить вместе с улитками. Итак, ну что, мы приехали в один из моих любимых магазинов. Чем он мне нравится, это тем, что здесь они продают некоторые виды рыб, которых нет на рынке и вообще сложно найти. А еще у них большой выбор растений и все хорошего качества, поэтому я люблю сюда приезжать. Надеюсь, сегодня у них также большой выбор рыб, креветок, кстати, очень дешевых, и растений. Ну что, давайте зайдем внутрь, посмотрим. Сначала снаружи вам покажу, какое у них есть дерево.
Так, ну из дерева у них небольшой выбор на сегодняшний день. Обычно у них много всего. Вот такие маленькие деревяшки, из которых можно прикольный хардскейп сделать. Вот какое-то странное дерево. Даже не дерево. Интересно, что из него можно было бы сделать. Вот такие деревяшки обычно скейперы используют. Классные. Смотрите, какая классная. И так, здесь вот так же. Так, но сегодняшний проект у нас маленький. Дерево мы использовать не будем. Использовать будем только то, что мне друг отдал. Ну что, пойдемте внутрь посмотрим, что там у нас. Так, вот здесь у них все для аквариума. Все, что необходимо. Скалярки у них здесь. Кстати, аквариум этот с СО2. Смотрится как и мои без СО2. Наверное, редко за ним ухаживают и меняют воду. Итак, ну что, нам сегодня нужно купить рыбок коридоросов для мелководных аквариумов. Также хочу туда запустить маленьких креветок. Здесь они очень дешевые. И посмотрим, что еще есть. Вот, кстати, друзья, смотрите. Вот такие креветки у них здесь продаются. Опять же, в обычных магазинах на рынке я их не встречал. Называется она красноносая креветка. И продавец сказал, что они очень хорошо, как и Амана креветки, чистят аквариум от водорослей. Ну, здесь стекло все в водорослях, но внутри водорослей нет. Видимо, работают. Но я вот думаю, может их купить, попробовать. А, баня? Хаймай? Друзья, они просто... Я даже не знаю, как это перевести в доллары, а тем более в рубли. Они стоят просто какие-то невероятные копейки. За 2 штучки это 2000 донгов. Друзья, но это даже, я не знаю, сколько это там центов. Это даже не доллар, это какие-то миллиценты. Ну, в общем, считайте за даром просто креветки. Сам Бог велел их сейчас, наверное, купить, раз они так, как говорит продавец, помогают с водорослями. Ну, смотрите, какое растение. Пускает желтые цветки. Мне интересно, оно под водой также растет или в воздушной форме только цветы пускает? Наверное, только в воздушной форме. Вот мне интересно, как это растение меняется под водой. По-моему, я его ни разу не использовал. Похоже, как разновидность людвигии. Надо будет спросить. Я уже замучился вопросами продавца. Вау, смотрите, какие тетры классные. С красной, яркой, не знаю, видно вам, нет? Камера передает, нет? Или, наверное, под таким светом с разного цвета они так смотрятся. Надеюсь, под обычным белым светом они тоже такие красивые. У них прямо яркая красная полоса вдоль позвоночника проходит. Надо будет посмотреть в интернете точное название. Очень красивые и яркие. Может, их тоже купить в свой большой кубический, добавить группу небольшую. У меня там тоже тетры и красные барбусы. Живут мирно, хорошо. А, у меня же там еще радужные рыбки. Наверное, слишком много будет. Эх, как хотелось бы всех купить. Ладно, подумаю, может, у меня есть в каком-то аквариуме место для них. А здесь у них аквариуме с креветками. Их здесь просто огромное количество и тоже супер дешевые. Вот, допустим... 45. Blue Dream.
10,000. 14,000 мод? Мод. Вот эти голубые креветки, кстати, дорогие. Ну как дорогие? Если сравнивать с предыдущими, 14 тысяч за одну, 14 тысяч донгов. Это чуть больше половины доллара. Вот. Вот они подороже. Но, на мой взгляд, из моего опыта, синие и желтые креветки плохо уживаются, много их погибает. Самые лучшие креветки для меня это черри и вот амана и обычные коричневые креветки. Вот они, кстати, вот здесь. Вот эти должны быть супер дешевые. Они, по-моему, их здесь продают 30 штук. По-моему, ой, нет, даже 50 креветок за 70 тысяч донгов, это за $3, 50 креветок, можете себе представить. Один раз купил, во все аквариумы добавил, и они тебе порядок наводят. Вот здесь тоже группа красноватых. Вот, вот тоже за мой бай. Вот эти желтые тоже по 14 за одну, как и синие тоже. Но вот опять же, желтые и синие я покупать не хочу, они у меня плохо уживаются. О, Ден? Супер Ред? Вот смотрите, какие-то черные креветки. Говорят, что они типа супер красные, но, по-моему, у них цвет черный. А вот группа черри креветок самые, на мой взгляд, лучшие креветки, самые непридирчивые ни к параметрам воды, лучше всего живут, долго живут, а еще хорошо размножаются, поэтому советую покупать черри. Они еще и яркие, красивые. Так, ну что, я даже не знаю. Черри, наверное, может быть, пару черри в мелководные аквариумы куплю. И вот этих на амана похожие, которые хорошо с водорослями помогают. Их тоже несколько штучек куплю. Ну, смотрите, желтые цихлиды какие красивые. Прямо золотистые. Очень красивый цвет. Эх, тоже что ли взять, добавить куда-нибудь? Ну, красота. Но перенаселять рыбами аквариум тоже не рекомендуется, если не хотите проблем с водорослями. Вот какие-то на селедок похожи. Помните барбусов, которых я в Таиланде видел? Вот такие же, только золотистые. Здесь. И вот еще черные там плавают с золотистым носом. Вон она.
смотрите, каких улиток нашел. Они, конечно, красивые, надо про них почитать, не едят ли они растения. Красивого яркого желтого цвета, большие, и у них классные усы. Она вот сейчас спряталась, ну-ка, схватит камера. Ушла она в домик. Так, где они там ползают? Вон там поползла. Красивые. Тоже может для эксперимента взять пару штучек. Ага. Значит, одна улитка 40 тысяч донгов. Это чуть меньше $2. Ну что, для моих мелководных аквариумов я хочу купить... Я видел у друга совсем микроскопических коридоросов. Но они в другом магазине, этот магазин дальше. Я сегодня не хотел в него ехать и думал, надеялся, что эти коридоросы есть у них здесь. Совсем микроскопических у них нет, но есть вот такие, тоже очень маленькие, но не настолько красивые, как у моего друга. И вот такие же, чуть побольше. Но вот эти будут слишком большими для моего аквариума, и, возможно, они еще и подрастут. Я вот думаю, может взять, попробовать вот этих. 2-3 штучки, потому что в мелководный аквариум, мне кажется, самое лучшее это мелководные рыбки. И может вот этих китайских тоже водорослиедов. Это и есть вот эти маленькие коридоросы, по-моему. Да, это и есть они, вот эти микроскопические коридоросы. Вон он пополз. Точно. Вот, их я и куплю. Очень красивые. Правда, темноватые. Возможно, их хорошо видно не будет в аквариуме. Но зато, мне кажется, они будут сбалансированно смотреться. Да, в общем, я определился. Я возьму несколько вот этих коридоросов в мои оба мелководные аквариумы. И креветок, которые водорослиеды. Креветки, которые первыми я вам показывал. Сейчас я их попрошу упаковать, и давайте приступим к растениям. Для сегодняшнего маленького проекта растений нам совсем не надо. Нам нужна только hair grass, только травка. Все остальное я буду использовать семена для коврового растения, которые я еще не пробовал. Вот, поэтому вот у них сегодня, кстати, все забито растениями. Смотрите, все полки. Выбор большой, все смотрится свежим и новым, так что я удачно сегодня приехал. Вот у них анубиасы. Смотрите, криптокарина какая красивая. По-моему, это криптокарина с круглыми листиками. Может, подсадить тоже куда-нибудь. Так, вот это у меня не прижился. Как он там назывался? Ну, как всегда, моя любимая буцефаландра. Так, вот он, hair grass. Один лоточек возьму. Будет более чем достаточно. Остатки подсажу куда-нибудь. Вот здесь тоже буцика, смотрите, какая красивая. Видите, у них все продается в такой воздушной форме. Опрыскиваются все растения периодически спреем. Вот здесь система опрыскивания у них установлена. Кстати, я еще раз спросил, потому что все говорят по-разному, но надеюсь. Из-за того, что меня долго не было в студии, черепаха мне натворила делов. Добралась до растений на заднем плане и всех их поела. Поэтому мне нужно опять что-то купить на задний план. И мне очень нравится вот этот анубиас. Я спросил у продавца, вот видите, у них в воздушной форме, только опрыскивается. То есть листики смотрятся здоровыми, значит в воздушной форме он спокойно будет расти. Вот я, наверное, куплю его на задний план.
подсажу нового. Далее вот такой Анубис, он у меня есть в нескольких аквариумах, тоже очень классный. Гидрофила. Так, вот это, по-моему, зеленая Людвигия. Очень классное растение. Кстати, непривередливое, очень хорошо растет. Так, Анубис обычный Нано. Вот там папоротники у них в темноте, в тени. Так, а вот интересно, что у них вот в тех коробочках. Давайте-ка посмотрим. Ага, у них, по-моему, эти растения в геле в специальном, как у тропики, продается. И это у нас даже не знаю. MI. KZ. А? Фламинго. Какой-то фламинго. Не знаю, что за фламинго. Может сейчас у меня в интернете Google. Сейчас у меня в интернете найдет. Может, ротала какая-то? Ротала фламинго. Ну, если это ротала, то с роталой не так все просто без системы СО2. Только одна у меня хорошо растет. Это криптокарина фламинго. Очень, кстати, красиво смотрится. Смотрите, как она во взрослой форме. Красная, очень красивая. Банья. Чинминь. На 90 тысяч донгов это примерно $4. Довольно дорогая по сравнению с другими растениями. Вот эта травка классная. Так, ну что, возьмем Airgrass. Кстати, у них здесь есть Монте-Карло. Кстати, в следующем моем проекте, в большом проекте, который будет на следующей неделе, мне нужно очень много Монте-Карло. Вот смотрите, у них свежего много Монте-Карло, поэтому сюда я и приеду его покупать. Надеюсь, он у меня будет ждать до следующей недели и его не раскупят. Мхи. Так, ну что, давайте все купим, да поедем обратно. Итак, берем Airgrass. Возьмем килограмм субстрата. Чихирос субстрат какой-то. От фирмы Чихирос. Посмотрим, как работает. Кстати, для следующего большого проекта я уже заказал стойку деревянную для аквариума и сам аквариум с супер прозрачным стеклом. И заказал, кстати, также лампу от фирмы Чихирос. Очень хорошую, дорогую. И она на пути скоро, но это будет через неделю. Вот. А для сегодняшнего проекта на этом все. Я все купил. Поехали обратно. Начинаем делать. Так, сейчас наш коридоросов. 6 штучек я решил их взять. Наших микроскопических. Сейчас их будет ловить. Вот он как их ловко одним сачком двигает в другой. А что, так можно было? Я и не знал.
готово. И креветок. Креветки у нас вот эти. Посмотрим, как они. Они уже и стекло почистили. Смотрите, стекло теперь чистое. Видимо, стыдно им было, что я снимаю с грязным стеклом. Вот, давайте их возьмем, вот этих. Но это амана. Я не знаю, почему они их назвали другим названием, но это реально амана. Может, какая-то разновидность красноносых амана. В общем, возьмем их тоже штучки 4. Итак, друзья, ну что, наши маленькие коридоросы уже акклиматизировались и готовы к запуску. Мне не терпится быстрее их запустить. Мне кажется, что коридоросы самый лучший вариант для мелководного аквариума. Лучше всего они смотрятся именно там. Так, ну что, давайте запускать. Кстати, вот этих неритин улиток мне дали бесплатно, я попросил. И также все-таки купил я вот эту большую улитку, вон она там, сейчас я ее запущу, наверное, в свой большой кубический аквариум, пусть там красуется. И также вот они, амана, креветки, вон там у меня. По одной запущу также в мелководный аквариум, одну запущу в мой аквариум эксперимент с семенами. И так, у меня еще 3 останется. Но 3 посмотрим, куда запущу. Итак, ну что, сначала коридоросов. Давайте посмотрим, как они будут смотреться.
Слушайте, друзья, я не знаю, сколько они мне их положили, но я все запускаю, а креветки не заканчиваются в этом пакете. Мне кажется, что они их положили мне больше, чем я просил. У меня до сих пор в пакете вон раз, два, три, 4 или 5 штук до сих пор. Но благо у меня аквариумов достаточно, чтобы запустить их всех. А вон коридоросы уже вовсю в свое отражение вон играются.
Итак, друзья, ну что, приступим к нашему маленькому проекту и второму эксперименту со вторыми семенами другого растения. Пока неизвестно какого, пока оно не взрастет. Вот такой аквариум, маленький, кругляшок, 18 сантиметров в диаметре всего лишь. Он, видите, весь в налете, его еще предстоит хорошенько отмыть перед тем, как его устанавливать. Его мне отдал мой друг. Вот, даже отдал вот с таким кусочком дерева и с двумя такими камушками. Так что ничего я добавлять нового не буду. Единственное, что я добавлю, это субстрат и семена, а также hair grass, которую мы с вами купили. И все, и будем смотреть, взойдет. Если взойдет, хорошо, не взойдет, ну и ладно. Вот, ну что, поехали. Пойду помою его. Итак, располагаться он у меня будет вот здесь на полке. Вы, наверное, подумаете, откуда у меня место в студии. Уже, наверное, нет. Но место для аквариума, для нового всегда найдется. Что-то сдвинется, что-то уберется лишнее, лишь бы поставить еще один аквариум. Ну что, давайте за работу. Возьмем... Ну что, приступим к работе и оживим этот маленький шарик. Итак, как всегда, первым слоем засыпаем гальку. Гальку я выбрал самую мелкую, которая у меня есть. Предварительно промыл ее под струей воды. И давайте ее засыпем. Итак, те камни, которые мой друг отдал мне вместе с этим аквариумом, они слишком большие. Поэтому их я использовать не буду, а вот этот кусочек дерева мне очень нравится. У него очень красивая структура, поэтому его мы вот так вот сюда используем, немножко под наклоном. И также в этот раз я буду субстрат также под наклоном вот такой линии засыпать. То есть вот эта часть дерева будет больше всего углублена. И наш ландшафт будет повторять эту деревяшку. И мне кажется, я нашел вот таких два маленьких драгон камня. Мне кажется, они как раз к этому дереву и по цвету, и по структуре подходят. Поэтому тоже будем углублять. Вот так. Большой вот сюда, маленький, не, наверное, слишком он большой, наверное, всего лишь один использую, вот такой, пусть он немножко торчит из субстрата, я думаю, будет достаточно, что если мы вот так вот. Да, наверное, вот так вот и оставим. Сейчас засыпем субстрат. Субстрат будет где-то наполовину этих камней, наполовину деревяшки. Вот, поэтому сильно они бросаться в глаза не будут. Они будут как будто бы выходить из земли, из нашего зеленого ковра, который, надеюсь, что взойдет. Итак, сейчас следующим слоем я хочу засыпать немножко биогумуса и субстрата в гранулах глинистого для питательной подложки основной. И сверху все это засыпем третьим слоем обычного аквариумного сойла. Итак, выравниваем наш биогумус. Итак, засыпаем гранулированного субстрата. Я его немножко размельчил, потому что аквариум маленький. Корешки растений тоже маленькие будут, чтобы им проще было ухватиться. Ну и все. Последний слой, аквариумный сойл. Сейчас мы как раз вот на этой стороне будет его меньше всего. И мы будем приподнимать его к правой стороне.
все, друзья, теперь пакетик с семенами берем. Сейчас вспрысну субстрат хорошенько водой. Итак, вспрыскиваем водой. Воду я использую питную для семян. Я хочу использовать хорошую воду для них, чтобы они действительно смогли взойти. Итак, берем наши семена и начинаем потихоньку их засыпать. Ой, переборщил. Итак, сажаем hairgrass. Много травки нам не нужно для такого маленького скейпа. И посадим мы его только на заднем плане где-то. Ну вот и все, друзья, готово. Остается только подождать. Сейчас накрою пленкой и ждем дней 10-15. Уже будет, надеюсь, зеленый коврик. Итак, берем зубочистку, проделываем дырочки для кислородного обмена. Ну и достаточно. Ну все, друзья, готово. Ну что, друзья, если вам понравилось сегодняшнее видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, следите за обновлениями моего нового эксперимента в моих следующих видео. И в следующем видео будет большой проект, мне не терпится вам все показать и скорее его начать. Ну что, подписывайтесь на мою страницу в Instagram и увидимся с вами снова. Пока-пока.